mentioned the Katvanga Maharaj. А вот тут Махарадж упоминал Катвангу Махараджа. As we heard yesterday, Sukadeva is speaking Bhagavatam to Parikshit. He has 7 days to live. Вчера мы упоминали о том, что в свое время Парикшит Махарадж слышал от Шукадева Госвами Бхагаватам на протяжении 7 дней. Парикшиту Махараджу оставалось жить всего 7 дней. And Parikshit Maharaj is wondering, is 7 days enough time to become Krishna conscious? И Парикшит Махарадж спрашивал, хватит ли 7 дней, чтобы стать сознающим Кришну? And Sukadeva mentioned, well, consider the case of Katvanga Maharaj. И тогда Шукадева, отвечая на этот вопрос, сказал, вспомни о случае Катванги Махараджа. He served the demigods, the devatas, and assisting them in some heavenly battle. And when it came time for some reward, they were going to offer him all sorts of heavenly delights and pleasures. And he said, what I'd like to know before I choose is, how much time have I got to live? И Катванга Махарадж, он помогал деватам, то есть божествам, которые управляют Вселенной, в каких-то их делах, в какой-то битве, и в награду, когда эти божества предложили ему выбирать награду, выбирай, что ты хочешь, они обещали ему любые райские наслаждения, удовольствия и прочее, он сказал, прежде чем я выберу что-либо, пожалуйста, скажите мне, сколько в моем распоряжении времени, сколько мне осталось жить. And they told him, 1 moment. И они That's all ответили, the amount of life you have left. одно мгновение, тебе осталось жить одно мгновение. So then he thought, I'll skip the heavenly enjoyment, I'm going to go with the Krishna consciousness. И тогда он подумал, пропущу-ка я этот вариант с райскими наслаждениями и обращусь сразу к сознанию Кришны. That was Sukadeva's. He said, so even in other words, what Prabhupada described as soon as one realizes the urgency of Krishna consciousness. Таков был ответ Парикшита Махараджа на вопрос, хватит ли 7 дней. И, как говорит об этом Шрила Прабхупада своими словами, важно, чтобы человек осознал неотложность своей нужды в сознании Кришны. Srila Gurudev liked to tell the story of this Lal Babu, Indian millionaire. Шрила Гурудев любил рассказывать историю о неком Лал Бабу, индийском миллионере. Who at the end of the day he went for marketing. Однажды на закате дня он отправился на рынок. And he's making a quality comparison of the fruits and vegetables. И там выбирал овощи, фрукты, выбирал покачественнее, не спешил. Taking his time. Не спеша. And the fruit seller saying, "Lal Babu, sun's going down. It's the end of the day. I'm ready to leave. Hurry up and decide." И продавец сказал ему, Лал Бабу, солнце уже заходит, день заканчивается, пожалуйста, определитесь с выбором, поспешите, мне пора домой. And we're told there's a type of guru, Pata Pradarshak, Vartma Pradarshak, means someone in the world may be instrumental in divine revelation. Нам говорят, что есть особый вид, особая категория гуру, их называют Падха-прадаршак или Вартма-прадаршак. Это тот, кто стал инструментом для того, чтобы указать человеку на духовный путь. May exceed the knowledge of the agent. При этом то, что он говорит, может выходить за рамки его собственного понимания. So that seller's imploring Lal Babu to make up his mind that he was running out of time over this simple transaction, somehow that penetrated deeply into his heart, and he thought on a bigger picture, yes, I'm getting older every day, the sun's rising and setting, I'm wasting my time on a comparative analysis of mundane things, it's time to get serious and dedicate myself.
И хотя продавец говорил ему о совсем простой вещи, что просто сегодня мне пора домой, ваше время подошло к концу, пожалуйста, быстрее определитесь с вашим выбором овощей и фруктов. Но Лал Бабу воспринял это на гораздо более глубоком уровне. Он подумал, что в глобальной схеме вещей я действительно трачу свое драгоценное время, время жизни, на то, чтобы сравнивать различные незначительные материальные вещи, а мое время жизни подходит к концу. Мне следует определиться с тем, что главное в моей жизни. That led to his renouncing the world and exclusively engaging in spiritual culture. И в результате Лал Бабу отрекся от мира и посвятил себя исключительно духовной жизни. And every day, ahani ahani bhutani gachanti ha jamalayam shesha stavra ichtanti kimascharja atakparam. Every day, the news reminds us that we're living in the mortal world. И каждый день новости, новостные каналы напоминают нам, что мы живем в мире, где все смертны. Whether it's a plane crash, a train crash. Будь ли это авиакатастрофа или поезд сошел с рельсов. These are the news. They're, what they call, memento mori. Death reminder, reminding you where you are. You're in the mortal world. Но эти новости, это то, о чем, что называется memento mori. Помните о смерти, помните, что вы не знаете, когда смерть придет за вами. Don't be seduced into thinking like, oh, death is for old people. Не становитесь жертвами соблазна мысли о том, что смерть приходит только к старикам. The news tells us otherwise. Новости утверждают противоположное. But we're thinking, oh no, but that's other people. И мы думаем, нет, это не с нами, это с другими. I'm reading about it, so I'm obviously not one of them. Я-то читаю об этом, значит, очевидно, я не один из погибших. Right? Although there have been instances where people, by mistake, they've read their obituaries. Хотя бывали, конечно, случаи, когда люди по ошибке читали в газетах сообщения о собственной смерти. And they say it's a sobering experience. Говорят, это делает человека более серьезным. The great atheist Christopher Hitchens read something captioned in the picture said, "The late Christopher Hitchens," around a year before he actually died. Был такой персонаж, Кристофер Хитченс, юморист, выступающий, и кто-то сделал фотографию, сделанную за год до собственного ухода из жизни этого Кристофера Хитченса, и подписал «Поздний Кристофер Хитченс». And he also said that whenever someone dies of something like cancer, they'll say like, after a long struggle, a battle, with cancer, he succumbed. И эти же люди иногда пишут, что когда пишут о ком-то человеке, который умер, например, от рака, они используют такие выражения, как «после долгой борьбы», «он долго сражался со своей болезнью, но наконец был побежден». In America, when anyone is diagnosed with cancer, their representatives say about them manner when they say, well, he's a fighter, he's gonna fight this thing. Или в Америке, когда какой-то известный человек получает диагноз, что он болен раком, то его представитель объявляет в новостях об этом обычно таким тоном, что «но он или она бойцы по природе своей, он будет сражаться, она не сдастся». I don't want to be morbid, but I'll bet on cancer. Я не хотел бы говорить о грустном, но я бы ставку сделал на победу рака. Right, so Hitchens concluded by saying, it's as if to say, another way of putting this would be, he finally succumbed after a long battle with mortality. И в той подписи к фотографии, по сути, речь шла о том, что после долгой борьбы Кристофер Хитченс сдался после долгой борьбы с фактом, что он смертен. So Guru Maharaj is like that Vedic saying, Shrinvantu Vishe Amritasya Putra. Amritasya Putra means nectar children. И Шрила Гуру Махарадж иногда использует это выражение, цитирует слова Вед «Амрита Сипутрах» «О дети нектара». Mrityu sarvaharashta. Mrityu means death. Мритью означает смерть.
Amrita, which is translated as nectar, means that which makes you immortal. А амрита — это слово, которое иногда переводят как нектар, дословно означает то, что делает тебя бессмертным. And we could discuss something about the Kumbh Mela, but not right now. Можно было бы тут, конечно, рассказать что-то о Кумбамеле, но только не сейчас. What is immortality? Что такое бессмертие? But we need to not become like so obsessed with dying that you become dysfunctional, but we do need some healthy remembrance of that possibility. Не следует настолько погружаться в мысли о смерти, чтобы быть парализованным этим страхом, но необходима здоровая память, здоровое осмысление того факта, что все мы смертны. We heard how Steve Jobs, who passed away in the last year or so, said, knowing that he was going to die, being diagnosed as being, what is it called? Pancreatic cancer? No, but I mean, what do you call the condition? Terminal illness. He said, helped him make decisions about what's important, what's not important. Как мы знаем, что Стив Джобс писал о том, что когда ему поставили диагноз и сказали, что ваша болезнь неизлечима, он сказал, что этот диагноз помог мне быстрее сориентироваться, расставить приоритеты в жизни, что важно, а что не очень. Религия означает найти правильное положение, то есть это означает умение, живя в относительном мире, устроить свою жизнь в соответствии с абсолютными соображениями, абсолютными заповедями. But I'm saying this in a very soft way. И я выражаю это очень мягко. Sometimes Guru Maharaj would quote Shankara and others saying, like, how should you deal with the present situation as if your hair was on fire? Но иногда Шрила Гуру Махарадж цитировал Шанкарачарью, который говорил, насколько срочно вам следует считать свою проблему жизни в материальном мире, говорит, решайте эту проблему с той же срочностью, с какой вы решали бы проблему горящих на вашей голове волос. You'd find water as soon as possible. Вы бы бросились на поиски воды немедленно, ни секунды. About that type of urgency. Вот такого рода неотложность. So whenever we're lulled into complacency, that's unhealthy. Когда нас убаюкивает наша неосторожность, то это плохо. And there are little reminders in life. I mentioned the news, there are other things. И есть различные напоминания в жизни. Я уже говорил о новостях, есть и другие. Like as you get older, you don't wake up one day and all your hair is gray. Как, например, старение. Не то, что вы живете, вдруг одним утром проснулись, и все ваши волосы седые. First you find one gray hair. Сперва находишь у себя один седой волос. It's kind of exciting. И это даже интересно. Then you have like 2 or 3. Потом 2, 3. Then 30. Потом 30. Then 300. А потом Then 300. half of your hair is gray. А потом половина волос It's trying to tell you something. седая. То есть они как бы намекают вам на что-то. So, really, everything's arranged in a perfect way. If we learn to read the environment and circumstances properly, we'll be adjusted in a spiritually progressive way. Поэтому на самом деле все уже устроено совершенным образом. Если только мы сумеем правильно понять, правильно интерпретировать окружающий мир, тогда мы сможем двигаться так, чтобы расти духовно. At least we'd like to die going in the right direction. По крайней мере, мы хотим умереть, двигаясь в правильном направлении.